В этом чудеснейшем видео я и моя команда расскажем о распаде Югославии. От поправок в Конституции времен Тита до американской бомбежки Югославии. Ох, Джо, ты опять забыл выпить свои таблетки от деменции. В комплект входят все республики. Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, Северная Македония и даже эта нелегитимная албанская дрянь. Все началось с этого хорвата. Ну разве он не милашка? В 1945 году главным лицом Югославии становится он, Иосип Броз Тита. И нет, он никак не связан с Иосифом Сталиным. Это вообще псевдоним. А вот Иосип Броз — это урожденные имя и фамилия. Ну а Тита — это дополнение к фамилии а-ля прозвище. Эй, Тита! Эй, Тита! Тита! Ты достал! А не надо было соглашаться на партийную кличку из двух рандомных слогов. Албания. 1900 фиг знает какой год нашей эры. Идеология у СФРЮ была интересная. Коммунизм. С частной собственностью. И приходилось Иосипу Брозу в период своего правления посылать как Запад, который ненавидел коммунизм, диктатуру и прочие красные, как лицо вот этого Дональда Трампа штучки, так и Москву со своей неповторимой жаждой мировой революции и представлением правильного нет коммунизма. И получалось это у него хорошо. Плюс во времена этого красивенного мужика все было стабильно. Строили дофигелярд панелек и развивали культ личности Тита, ведь никто и шелохнуться не хотел, пока правил жесткий диктатор. Но наша история набирает обороты в 1974, когда после переписи Конституции было закреплено, что каждая соцреспублика может мобилизовать свои партизанские отряды в любой момент и независимо от действий правительства. Кто-то скажет, что это отличная либеральная поправка. Но задумайтесь, это то же самое, если бы каждый регион России обладал собственной автономной армией, что привело бы к междоусобицам условных Тамбова и Пензы с участием артиллерии и жесткой партизанщины. Но если бы в России действительно такое случилось, то делились бы, максимум какие-нибудь Бурятия, Тыва и Чечня. А Югославия была сильно раздроблена этнически. Есть и католические словенцы, хорваты и некоторые боснийцы. Есть и мусульманские боснийцы и косовские албанцы. Само собой, есть и православные сербы, черногорцы и македонцы. Даже венгры, русины и румыны есть. Вот в этой области Сербии, называемой Воеводиной. А самое главное, что все три религии были примерно равны по территории и населению. Но Тита не вечен. И он, естественно, помирает. В 1980 году Тита умер, а страна жива, как и бомба с таймером, заложенная в 1974-м. И все усугубляет вот этот сербский типок – Слободан Милошевич. Он начинает заливать про достижения сербской нации в попытках скрепить страну и не допустить смены власти, как в Румынии или Чехословакии. СССР и НАТО недооценивают помощь югославских партизан во Второй мировой войне и патриотизм сербских солдат во времена Балканских войн. В наших реалиях это не звучит как бред, но не забывайте, что это вообще никакое не мононациональное государство. И другие народы обижаются на такие выходки. Больше всех явно обиделись хорваты под предводительством Франья Туджмана. Ну какого фига сербы объявили себя историческим наследием, если есть и хорваты? Кроме того, Туджман пытается добиться независимости и объявляет всех нехорват меньшинствами. Тогда сербы на территории Хорватии создают типа вдвойне сепаратистское государство, что ли? Или что это такое? Вот тебе! И да, эти сепары называют свою страну сербской краиной. Стоп. А не могло ли это рассосаться как-то? Сейчас мы это с вами и узнаем. Кстати, не забывайте подписываться на мой канал, ведь тут много чего интересного. Спасибо. Так вот, когда Словения, да, не удивляйтесь, Словения, к Хорватии мы еще вернемся, объявила о своей независимости, все были, мягко говоря, в шоке. Объявила независимость она 25 июня 1991 года, в то же время, что и ее сосед. А через 2 дня, то есть 27 июня,
Югославские войска попытались вернуть к себе Словению. Армия противника была настолько быстра, что Любляна была взята после 2 дней противостояния. Хэштег Любляна за 2 дня. Югославия всячески пыталась удержать Словению силой, но боевые действия привели лишь к потерям югославцев в виде 45 погибших и более 5000 пленных. Словения, в свою очередь, потеряла всего 22 человека. Всего за 12 дней боевых действий Словения оказалась свободной, причем первой, вышедшей из состава Югославии. Остальные республики были шокированы этой поистине странной новостью. В Майнкрафте наконец-то обновили торговлю. Что? Ну и какой-то маленькой новостью про Словению, которую увидело хорватское правительство и подумало: ну раз Словения смогла, то мы тоже сможем. Со второй попытки. Первоначально война велась между силами Югославской народной армии, хорватскими сербами и хорватскими полицейскими. Руководство Югославии силами федеральной армии пыталось сохранить Хорватию в составе страны. Кто бы мог подумать. Я вам уже рассказывал о сербской крайне, вот и после этого началась борьба между хорватской армией и армией краинских сербов. Fight. В 1992 году было подписано соглашение о прекращении огня, и последовало признание Хорватии как суверенного государства и уход Республики Сербская Краина в мир иной. По несчастью Югославии не в состав Сербии, а в состав Хорватии. Да, странные хорватские двойные стандарты. В 1995 году армия Хорватии провела 2 крупных контрнаступа, в результате которых значительная часть территории РСК перешла под хорватский контроль. Война закончилась подписанием Эрдутского и Дейтонских соглашений, согласно которым Восточная Славония была включена в состав Хорватии в 1998 году. Хорваты не пальцем деланные и таки сумели победить и стать абсолютно независимым государством. Кстати, в соседней соцреспублике были зверства и пострашнее. Но я в этом не эксперт, как и в том, что... ладно, не буду шутить про самолет Пригожина. Итак, 1992 год. Приостановилась одна проблема армии Югославии, время следующей. Посмотрим на нее в современных реалиях. Босния и Герцеговина. Государство в Юго-Восточной Европе, в западной части Балканского полуострова. Площадь 51 200 квадратных километров. К минному полю это все. Посмотрим на корень этого конфликта. И как часто это бывает, дело в национальном и религиозном разногласии. Чуть меньше половины населения Боснии и Герцеговины – это босняки, славяне, исповедующие ислам. Около 20% – католические хорваты, почти треть – православные сербы, изначально пытавшиеся сохранить страну в составе Югославии, разделив ее с Хорватией. Но как только начались серьезные разговоры о выходе Боснии и Герцеговины из состава Югославии, в феврале 1992 года была самопровозглашена Республика Сербская с лидером Милорадом Додиком в целях защиты интересов боснийских сербов, кой боснийский аналог сербской краины. В этом же феврале прошел референдум о независимости Республики Босния и Герцеговина, естественно, бойкотируемой сербской частью. В апреле де-факто независимая республика с президентом Алием Избековичем стала признаваться на Западе. А после этого начинается самая жестокая часть – военные преступления, межнациональные розни, этнические чистки. В общем, все как мы любим. Пройдемся по ходу войны, освещая главные инциденты. Конфликт начался с обстрела боснийцами свадьбы сербов 1 марта, в которой погиб отец жениха. Так как лишь немного раньше страна была частью единой Югославии, то и логично, что она была частью ЮНА, Югославской народной армии. Сербы из нее, правда, в мае под шумок ушли в Югославию, и после еще поддерживали Республику Сербскую, что обеспечило преимущество данной страны на протяжении всей войны. Мы же помним особенности камней преткновения Югославии. Верно, это нацразличия, которые своим фактом наличия в этой войне еще и определили места сражений. Таким образом, этнически однородные районы были относительно мирными. Но вот какой город точно не был таковым, так это центр Боснии – Сараево. Взгляните, он как будто бы косплеит Русь 13 века. Так или иначе, в начале весны начались бои между МВД республики, поддержки мусульманских снайперов против сербской армии, что привело к объявлению чрезвычайного положения по стране 24 марта. И вот так началась осада Сараева. С сербской стороны атаки заключались в бомбардировке, взрывы мин, особенно в людных местах. Типичная ситуация на Балканах. Имеется рынок, на территории которого от взрывов погибло, по официальным данным, свыше 110 человек, ранено более 200. Рынок Маркаля. Взрывы происходили в 1994 и 1995 годах. Запомните этот инцидент. Другой случай взрыва – взрыв возле очереди за хлебом.
в происшествии которого босники обвиняют сербов, и наоборот. Всего 20 человек погибшими. Кроме того, сербы обстреливали мечети и полицейские участки. Что является лучшей защитой? Конечно, нападение, подумали боснийцы и начали атаковать окрестные сербские поселки. Под удар подопали город Илиджу и пригород Палфалаши, где было организовано массовое убийство сербского населения. Было установлено КПП, сожжено 500 домов, жертвами убийств стали 200 человек. 3000 человек смогли сбежать оттуда. Да, на Балканах есть свои Саратовы. Подобные акты преступлений продолжались на протяжении аж 4 лет. Как же город Сараево жевал все это время? Здесь стоит упомянуть Сараевский туннель, соединявший два района города, контролирующийся мусульманами, за и внутри линии блокады. Его построили за 4 месяца, в строжайшем секрете. Надо сказать, получилось довольно люксовое строение. Там даже смогли провести железный дорог для упрощения передачи продовольствия. Кроме того, имелись нефтепровод и телефонные линии. Скорее всего, делать бункер без всего необходимого обеспечения – это харам. Постепенно ситуация налаживалась. Все потому, что шаг за шагом территории сдавались миротворцам ООН. Всего в Сараево погибло 12 тысяч человек. 4 из них были сербами. Фактически осада была снята лишь с подписанием Дейтонских соглашений. В июле 1995 года произошло самое жестокое событие второй половины 20 века. Резня в Сребренице, организованная Ратком Младичем. Было убито около 8 тысяч босняков. Международный трибунал признал данное действие геноцидом и дал орден на арест ряда генералов боснийских сербов. Суды над этими монстрами продолжались с 2001 года по ноябрь 2017. Но мы все про сербов и босняков. Что же с третьей стороны, представляющейся Хорватии? Как мы знаем, они подписали мир с Республикой Сербской, находясь в Австрии, дабы сосредоточиться на захвате Боснии. Но это не помешало им в самом начале войны устроить резню мирного населения Челесиековац, 46 погибших сербов, при этом заблокировав сообщение между Сербской Краиной и Республикой Сербской, что спровоцировало операцию «Коридор», прорыв блокады сербами. Хорвато-мусульманские войска потеряли 1300 бойцов, но сербы всего 413. Это пример одного случая Южно-Хорватского совета обороны и Республики Боснии и Герцеговины. Но произошло это в Центральной Боснии. Другое дело было в западной части страны, где еще в 1991 году хорваты хотели создать герцог Босна, государство со столицей в городе Мостар, во время войны, принадлежавшим сербам. Его осада началась силами хорватов 9 мая 1993 года с обстрелов артиллерией. Во время осады Хорватский совет обороны заблокировал все дороги, также требовал вывесить белые флаги со всех окон города. Были разрушены несколько мостов, архитектурных памятников Мостара. За время осады погибло 2000 человек. Тем временем Хорватия взяла под контроль и Герцеговину. Это южные земли республики, стали рассадником лагерей смерти, таких как Хелиодром, Дретли, Габела и прочие. Концентрационные лагеря были у 3 сторон конфликта. На карте самые известные из них. Как мы поняли, ситуация для Боснии и Герцеговины стала жуткой. Но тут вновь пришла внешняя серьезная сила, поставившая точку на войне в Боснии. Это НАТО, пытавшийся создать мирные конференции всю войну. 1995 год. Упомянутый ранее взрыв на рынке Меркале стал хорошим поводом для вмешательства авиации Альянса. И это была действительно обдуманная сила. Так, кстати, наши гениальные братья по разуму назвали операцию. Всего за 20 дней сделано 3206 боевых вылетов, брошено более 1000 авиабомб. На каждого пленного НАТО приходилось 500 убитых сербов. В плен всего попало 2 бойца Альянса, а всего один сбитый самолет НАТО обошелся в 400 квадратных километров территории, уничтожение множества складов и 4 взятых города на северо-западе. Историки отмечают хорошую координацию между военно-воздушными силами НАТО и армией Боснии и Герцеговины. После этого крупного успеха и были подписаны Дейтонские соглашения. Но на Боснии, конечно же, все не закончилось. На дворе 1998 год. Косово. Не особо крупный по площади, но очень значительный по населению регион Сербии, в котором проживают преимущественно албанцы. Как мы знаем, исторические противоречия между сербами и албанцами довольно сильные. Еще начиная с 80-х годов в этом регионе происходили всякие межнациональные и религиозные стычки. Итак, возвращаемся в весну 98 года, ведь именно в это время и начинается конфликт Сербии и Косово. А все началось опять из-за ерунды. Какой-то серб убил албанского юношу. Да, сербы придумать больше ничего оригинального не могут и стартуют все по шаблону. Албанцы вмиг начинают объединяться, а это довольно опасные ребята.
Ну и все эти чуваки начинают грабить и разоружать полицейских. Но, естественно, полиция не стоит на месте и открывает ответный огонь. Производятся массовые задержания албанцев. Все это приводит к тому, что в этом же году сформировывается армия освобождения Косово, в которой состоят, естественно, сами албанцы и впоследствии к ним кто только не присоединится. От Аль-Каиды осуждаем, если что, до всяких маджахедов. Также, несмотря на подписанный мир, к албанцам присоединяется боснийская группировка «Черные лебеди», куда входят афганцы, саудиты, маджахеды, ну и, естественно, сами боснийские мусульмане. Но что же происходит в самом Косово? А там начинается партизанская война, в которой начинают побеждать югославские войска и постепенно оттесняют армию Косово. Албанцы проигрывают и вскоре, смотря на свои поражения, обращаются к международному сообществу. Мы тут, конечно, америкофобию распространять не собираемся, но в этот раз Запад поступил не слишком хорошо для своей выгоды, поддержав Косово. НАТО начинает обвинять именно Югославию в начале войны, хотя и ежу даже понятно, что это явно не так. Сербы до сих пор говорят, что вся эта война – это план Запада по разделу Сербии на более мелкие государства, дабы заполучить контроль над Балканами, и в чем-то они окажутся правы. Итак, 23 сентября 1998 года был подписан договор о прекращении огня. 15 октября подписывается перемирие в Косово, и война типа вроде как бы закончилась. И тут США начинают операцию «Орлиный глаз», которая заключается в патрулировании самолетами НАТО территории Косово, и они, собственно, смотрят, чтобы ни одна из сторон не нарушала пакт о перемирии. В итоге сербы небезосновательно обвиняют НАТО в том, что под видом патрулирования они исследовали инфраструктуру Сербии, выявляли точки ПВО, выявляли готовность сербских солдат для того, чтобы начать наступление. И заявления сербов окажутся пророческими. В 1999 году война возобновляется. Ранее этого сербы в Раче казнят 45 албанцев. Как говорят сами албанцы, без суда и следствия. И что сербы казнили участников той самой освободительной армии. В феврале 1999 года возобновляются переговоры. Югославия, армия освобождения Косово, НАТО и пытаются остановить войну. НАТО предлагает вывести югославскую армию из Косово и оставить эти территории. Югославия и Россия выступают против этого, ведь Косово — это Сербия, почему это мы должны выводить оттуда войска? Тогда и начинается та самая печально известная операция «Союзная сила», которая фактически разбомбила Сербию. Эта операция продолжается с марта по июнь 1999 года. Россия выступает против бомбардировок. Тогдашний премьер-министр России Примаков летит в Вашингтон на переговоры с американцами, но узнав про бомбардировки Югославии, он разворачивает свой самолет и на переговоры не летит. НАТО было бы дорого и рискованно производить сухопутную операцию на территории Югославии, поэтому проводит безнаказанные бомбардировки, на которые югославские ВВС, само собой, не могут дать должную ответку. Вот как вы думаете, сколько вылетов в день делали натовские самолеты для бомбардировок территории Югославии? 10? 20? Может быть 50? 450! То есть каждые 7 минут происходил взрыв. А за все 80 дней бомбардировок в общем счете произошло 35 209 ударов. Это поистине чудовищные числа. Уничтожается все. Вся инфраструктура, все мосты, больницы и так далее. А в апреле и вовсе попали в поезд с пассажирами. Но НАТО начинает открещиваться. Говорят, мол, у нас умные ракеты, они бьют только по военным объектам, а это был какой-то сбой. После таких сбоев Сербия в огне. Белград горит, Нови Сад горит. Слободан Милошевич соглашается на мир, и война ненадолго прекращается. Тогда НАТО и начинает сухопутную операцию и вводит свои войска на территорию Косово. Россия тоже не стоит в стороне. Начинается так называемый бросок на Приштину. Российские десантники занимают аэропорт Приштины. Когда приходят войска НАТО, то они просят русских освободить аэропорт для транспортировок и всего прочего. А русские послали Запад куда подальше. Удивительно, что в этот момент не произошло никаких столкновений, иначе все, Третья мировая, и бомбежки будут не в Нови Саде, а в Самаре. В
попытке спасти ситуацию Милошевич желает присоединиться к союзному государству России и Беларуси, но Россия отказалась. Сербия осталась с НАТО 1 на 1. Спустя время конфликт с Косово все же закончился, по итогам которого Косово до сих пор остается в неопределенном статусе, и Сербия, как и около 90 стран, считает ее своей территорией. Всем hello! Тот самый ДВ из начала ролика вернулся. После конфликта Милошевича вызвали в Гаагу на суд за военные преступления, но до него он не дожил. Да, и такое тоже бывает. Кстати, его уже посмертно оправдали, не выявив достаточных доказательств. Вы уже поняли, что для албанских сепаратистов Сербии конфликт прошел, более-менее гладко. И тогда албанцы Македонии задумали сделать то же самое. Но их более-менее гладко оказалось резким горным массивом в Македонии. Али Ахмети и его друганы-боевики, так называемая Армия национального освобождения, начала операцию на севере Македонии. То есть современная Северная Македония. Конфликт длился долго, с января по ноябрь 2001. За это время прошли битвы за Тетово и Арачиново, но ошибка много жертв не было. Македония так и не удостоилась звания мясорубки, ведь у нее не было ароматизатора. Ну и мясо. Стоит упомянуть, что Македонии помогли Украина, Великобритания и... Что? Болгария! Про это я вам расскажу в следующий раз. Интересный факт. Теперь уже Македония помогает Украине. Но, внимание, танками, купленными у нее же. Хлоп, хлоп, хлоп. А на сегодня все. Если вы досмотрели до этого момента, то вам мой, то есть наш контент явно нравится. Значит, вам стоило бы подписаться на меня и на мою команду. Ё-моё, я все проспал!